Ну что, есть предложение пройтись по всем направлениям, которые есть у ребят? Посчитать бабулес. Может быть, мы по темам уже поговорим. По когда темам? был ран, когда что. Потому что смотри. Когда был ран? Когда был ран, да. Потому что смотри, что сейчас что-то там по альткоинам что-то происходит, какие-то движения происходят, говорят, альт-сезон начинается. Вот сейчас, на самом деле, прямо сейчас много чего происходит. И с камеры активизировались. Наша любимая тема. Особенно на Solana. То есть, во-первых, Solana растет, а она там триггерит сейчас. Ну, то есть люди смотрят, и вот может буквально на момент записи, опять же, подкаста, она может сходить до 60, потому что ее там сейчас перпетуал, вот эти все листят Coinbase. То есть Coinbase, американская, да, добавляет Solana, хотя Solana там вроде как аффилирована с FTX, но им насрать, они видят, что там какой-то движ, там памп происходит, туда сейчас идет ликвидность, и Coinbase тоже, а хули мы что тут, типа бабок нам что ли не надо, да? И Coinbase листит Solana прямо вот сегодня, вот на момент записи подкаста. И, соответственно, я когда к вам шел, где-то была в районе что-то 55, то есть она может там до 60 доехать, удержится она там, это другой вопрос, но у нас есть типы, которые вот как раз про сигналы, да, в чатике, с $40 в лонге, вот уже вот этот с 40 до 60 почти всю позицию забрали, и там типы есть вообще опасные на 100-м плече. То есть это просто там самурай какой-то, знаешь, у него просто путь. И на Solana можно же разворачивать тоже жетоны, какие-то токены, и там есть тип, который за последний вот когда вот этот рост идет, вот за там неделю или за несколько, там, я не знаю, он развернул, по-моему, штук 300 разных токенов, то есть он каждый день разворачивает там десяток каких-то токенов, и просто он их листит, добавляет ликвидность, там все дешево стоит, и потом скамит. И он уже заработал, по-моему, $5 или $6 вот таким методом. То есть он просто разворачивает десяток токенов с разными названиями, грок, шмок, чпок, там, знаешь, вот все, что он типа сканирует вот этот, и Твиттер Илона Маска, допустим, у Илона Маска нейросетку он запустил, грок, или там какой-то, или какая-то там очередная его шляпа, да, вот, и все сразу же, как только Илон Маск пишет какую-то хуйню, сразу под эту хуйню через 3 секунды появляется токен. Бля, во всех сетях. И самое интересное, что он периодически стреляет. И как бы на этом тоже можно заработать, и типа это все отслеживают. Есть уже боты разные, которые все это сканируют. И это отдельная игра. Ну, то есть это вот ты можешь либо в казино пойти по лудоманить, да, либо ты можешь взять и ты в токены поиграть. И вероятно, что ты в токенах выше выигрыш, чем в казино. То есть вот такая штука есть. Поэтому токены вот сейчас конкретно, вот этот весь щиткоин. Это вот щит-сезон, вот именно щит-сезон, он, скорее всего, жив. И альт-сезон, если взять, допустим, тот же эфир. Вот на момент записи, да, подкаста, эфир, опять же, он сейчас вышел выше двушки, и у нас там есть пулы вот эти на Uniswap, ну такое, да, когда мы там добавляем ликвидность, они тоже все в диапазон вернулись и сейчас несут комиссию. То есть получается, можно сказать, что альт-сезон тоже в какой-то мере, он тоже сейчас работает. Ну, то есть биток у нас там около там 37, там болтается 38 иногда там касается, все ждут сейчас вот перехай на 40, вот, хотя кто-то там из аналитиков, я уже там, не помню, сказал, что в ближайшее время, наоборот, биток может откатиться на 30. А кто-то вообще говорит, что биток может стоить 0. И хуйня этот ваш биток, это вон для хайлайтов. Слушай, но вопрос такой все-таки, это сейчас, как ты думаешь, уже все предпосылки для булрана или так? Смотри, так как у нас мы не трейдим, то есть мы не про трейдинг, у нас канал не трейдинга, ну, мы вот с щитками мы можем поиграться, но это отдельный бюджет, это отдельная история, да? У нас история с DCA, то есть мы постоянно пропагандируем, да, мы как пропагандоны DCA, вот, это Dollar Cost Averaging, да, то есть ты покупаешь равными частями, как тебе нравится. Вот есть деньги раз в неделю покупаешь раз в неделю, типа выделил $1000 и разделил на какой-то свой микропортфель. К примеру, это биткоин, эфир, там, не знаю, там какие-то пару альтов топовых, типа Что вы Polygon. покупаете топ-5? Биткоин, эфир, это стабильно, мы покупаем. До этого я добирал Polygon, Polkadot и... Что еще? Ну, Polygon, Polkadot точно был. Вот у меня было 4, значит. Не финансовая рекомендация. Да, но это все не финансовая рекомендация. Мы вообще ебланы, нас не надо слушать. Не мы, а он. Do your own research. Ну, я про блокчейн-медиа, да. Вот, поэтому в комментариях можете написать, как еще нас можно называть. Все, да, все ваши... И пишите, самое главное, свой телеграм-ник, чтобы мы вас нашли и выебали. Вот. Обязательно, потому что у нас связь с Пашей Дуровым, вы помните это в начале. Сексуальная? Какая у вас связь? Разнообразно. Вот, максимально. Вот, поэтому он просто сразу гео скидывает, такие, знаешь, я тебя найду, в Counter-Strike проиграл. Короче, в общем, раньше было 4 монеты, значит, это биток, эфир, Polkadot, Polygon. Потом мы убрали вот Matic и Polkadot с дотов, да, это мы убрали, и я заменил их на такой свежую, наш фрешменов на свежую кровь. Это мы добавили Aptos, Arbitrum
И я еще оптимизм немножко покупаю. Ну, то есть вот я добавил тебе вот эти Aptos, занимать. Arbitrum, оптимизм. Тебе не занимать оптимизмом. Да, поэтому вот такой, опять же, не финансовая рекомендация, потому что вот опять все проебете, будете писать, вот лысый пиздобол, я, значит, на все деньги купил, вот все, как ты и говорил у хороших ребят в подкасте, нахуй вы его позвали. Вот, это я уже читал. Не пишите. А я на всю пенсию зашел, да? Да. Вот, поэтому, как бы, если вы не понимаете, о чем мы говорим, то просто слушайте и наслаждайтесь жизнью. Под пельмени. И просто здесь будут прикольные истории, как проебать $1 000 000, допустим, за неделю в крипте. Вот мы практикуем с Максом, расскажем попозже. Да, напоминаю, что у нас фонд, у нас сейчас идет сделка в OpenAI. Осталось еще аллокация была на момент текущий 95 тысяч, поэтому наши контакты в описании. Обязательно пишите. Вышли свежие хорошие новости, что есть ребята, которые готовы туда проинвестировать, и сейчас совсем по другой оценке, практически в 3 раза выше текущей, по которой у нас сейчас есть акции. Так что пишите, узнавайте актуальную информацию, потому что выход этого подкаста неизвестно, в какое времени будет. Я только подумал, а это нормально, когда мы приглашаем человека, который постоянно как скамщик, и тут предлагаем при IPO вот прям в этом эфире. Это альтернатива. Это да. Ну, либо туда несите, да, либо... Ну да, либо у нас вы все проебете, либо здесь у вас есть какие-то шансы. Блин, их тебе же понесут, ты понимаешь? Потому что у тебя... Потому что мы искренне и честно говорим, что в крипте есть риски и риски. Подожди, риски. У нас документ на 30 страниц с рисками. Его никто не читает. А слушают то, что мы говорим. Я коротко говорю, тут пиздец вообще, можно все проебать. Do your own research. Вот даже do your own research уже не слушают. Они, в принципе, ладно, что там, давай кнопку MetaMask куда подключать. И отправляют бабки. В общем, да, книга действительно написана с помощью искусственного интеллекта, но он же так не говорит, напиши мне книгу, братан. Он так не умеет. Там уже промптов, да, там надо было с ним общаться. То есть как, типа, давай ты будешь там, грубо говоря, как будто бы редактор или там писатель, и мы вместе с тобой, типа, в соавторстве напишем книгу. Я тебе буду говорить какие-то там идеи, мы будем составлять там план, потом расписывать главы, потом я ему добавлял какие-то штуки, которые там, допустим, он не знал, я говорю, давай включим вот на текущий момент свежие прогнозы от топ там 5 фондов, типа там Paradigm, там Андерсон Хоровиц, там какие-то нашли мы штуки. Он прикольно сделал описание, то есть, допустим, мне не надо писать, он взял, допустим, описание, то есть такой, что такое Андерсон Хоровиц, то есть справка. То есть он такой раз справку про Андерсон Хоровиц написал, кто там что, какие там они молодцы, и потом я раз там нагуглил, допустим, самый свежий прогноз, все, добавили прогноз. Потом кто такие там Paradigm. И вот тут он прикольно, ты в сад, то есть он может расписывать, дятину. Нагуглил, то есть ты тогда пользовался, еще не было свежих данных в GPT, а сейчас ну, уже у него, да, на тот момент у него был что-то там какой-то год, 21-й, он отставал там конкретно, а сейчас апрель 23-го. Да. И они постоянно догоняют, и они еще в GPT-4 Turbo сделали, во-первых, Vision, он может смотреть PDF-ки, ты ему прям можешь какие-то штуки давать, плюс они довинтили туда через майкрософтовский поисковик похода в интернет, это тоже есть. То есть сейчас он еще модный. Еще они докрутили прикольный GPT. Я не знаю, у вас был Илюха из Plasma Finance? Нет. Вот, дам вам потом, приглашайте. Но он может только, наверное, в онлайне или в Дубае, там, или на Бали. Дубай. Вот, он сам на Бали. И он сейчас завел канал прикольный про AI, и про крипту. Он сам, они Plasma Finance сделали, это в крипте, это DeFi, крепкий такой DeFi. Но он программист, и ему еще нравится вот эта вся история с AI. И он написал GPTs, там есть, можете приложения такие делать, у них есть Marketplace, куда ты можешь свои приложения выставлять, и у него приложение, которое рисует чипсы Doritos, обложки там, с разными, да, это же я сделал, да, с разными вкусами. То есть уже готовые приложения, плагин, ты на него нажимаешь, он у тебя в GPT открывается, и там просто нарисуй мне, типа, там, придумай, или там, create, типа, Doritos with flavor, там, со вкусом биткоина, или со вкусом, там, не знаю, там, пиздюлей, чего угодно. И он тебе рисует обложку, или там, со вкусом спорта, он там какого-то спортсмена рисует. Ну, и ты охуенно все так прикольно, дизайнит классно. И я такой думал, блядь, раньше это надо было взять дизайнера, там, все ему рассказать этому дебилу. Вот, он пойдет что-то рисовать криворукий, придет, тебе покажет, там, тайминг задержки. Тут ты сидишь просто, говоришь так, в моменте можешь подправить, добавить меня, добавить фотку, используй меня вместо этого. Ну, то есть это максимально быстро и удобно, но просто надо как бы с инструментами этим разбираться, иначе вам всем пизда. Вот, если вы не разберетесь с этими инструментами, вот, это не шутки сейчас, это самая важная мысль за эти, блядь, 1,5 часа. Вот вам всем надо сейчас разбираться с искусственным интеллектом, с AI, потому что если вы с ним не подружитесь... Эти терминаторы всех нас уничтожат, вас первых. Им не надо разбираться. Чем меньше, тем больше нас. Ну, тем сильнее мы. Мы съебем на Луну, да? Ты хочешь сказать, мы успеем. Мы
Кораблик-то маленький будет, да, с Илоном Вам Маском? только вот так вот не хватало еще Мы сделать в этот мы момент. просто хотя бы не обеднеем, мы не потеряем... Не, это ни хера не шутки. Я сейчас вот слушаю вот этих всех Ютковского, там еще кучу книжек. Есть прикольный этот Макс, фамилию забываю, он физик вообще, ну, очень крутой, и у него там интервью... Нет. Да, нет, не тот, не наш, Таппер, по-моему, короче, он американец, и он, значит, написал много там книжек, вот у него последняя, там, Web3, типа, Web3, ну, короче, жизнь 3.0, типа, жизнь 3.0, это вот уже искусственный интеллект, и вообще он будет, и у него там красной нитью написано, что то, что нас очпокают искусственный интеллект, это уже, это не вопрос, очпокает ли, а просто когда. Вот просто когда. Вот эти терминаторы, которые мы смотрели, себе Терминатор, да, вот этот железный Терминатор придет и всем по балде, блядь, стопудово надает. И если вы Слушай, не я читал, как дружить. Я читал книги этого... Ютковского? Айзека Азимова. Азимова. Блядь, вот это... 3 правила робототехники, 3 да? закона робототехники. Хуя они не работают. Нихуя не работают, потому что там же следующая одной из книг, он их обходит. Он их Да, обходит. придурка. И то, что эта хуйня не прочитает Азимова, да, она уже прочитала. Я все знаю, суки. Такая 3 правила, да, пиши. Вывел нулевое правило. Да, у вас ничего не получится, кожаные мешки.